Приветствую всех и каждого из вас и добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас особенное приключение, полное удивительных открытий. Готовы окунуться в этот захватывающий мир вместе со мной? Кайсака, более известная как Лабария или Копьеголовый обыкновенный. Это настоящий мастер скрытности и ядовитой силы, обитающий в изумительных тропических ландшафтах северной части Южной Америки, раскинувшихся к востоку от величественных Анд. Это существо, поражающее своей красотой и опасностью. И на сегодняшний день оно остается неизменным и не подразделяется на какие-либо подвиды. В тропических просторах Центральной и Южной Америки таится загадочный обитатель – Копьеголовый обыкновенный. Эта змея владеет тайной искусства маскировки. Ее окраска переливается от серебристо-серой до оливковой или даже зеленой. И все это для того, чтобы прятаться в гуще леса или подстерегать свою добычу на открытых просторах. Помимо своего уникального камуфляжа, Кайсака обладает удивительными чертами, присущими семейству гадюковых. Ее голова остро-копьевидной формы, а спина украшена большими темными треугольниками, создающими удивительный паттерн. Необычно, что эта змея иногда завоевывает плантации в поисках своей добычи, такой как грызуны, предпочитая укрытие леса и скрытность в своих охотничьих походах. Обыкновенный копьеголовый достигает длины до 2 метров, представляет собой не только удивительное явление флоры и фауны, но и непревзойденного мастера скрытности и приспособляемости к различным средам обитания. Кайсака – мастер камуфляжа и настоящий хищник в своем мире. Ее кожа, словно художественные полотна, превосходно сливается с окружающей средой, позволяя ей стать невидимкой в лесной гуще. Но это еще не все. Благодаря своему инфракрасному чутью она словно видит тепловые следы своей будущей добычи. Эта змея не только мастер скрытности, но и заряжена агрессией. Ее привычка подстерегать тропы и нарушать плантации в поисках добычи часто приводит к конфликтам с людьми. Но в ее мире она играет важную роль, контролирует популяцию грызунов, которые могут нанести ущерб сельскохозяйственным культурам. В раннем возрасте эти змеи и лабарии предпочитают пищу в виде ящериц и насекомых, но по мере взросления их меню разнообразится. Птицы, опоссумы, а также более мелкие змеи становятся их обычными угощениями. И все благодаря ямчатому органу между глазом и ноздрями, который подарил им способность обнаруживать тепловые следы добычи. Но это не единственное, что делает этих змей значимыми. Они играют важную роль в производстве противоядий для лечения от укусов. Их роль в природе выходит за рамки хищников. Они балансируют в экосистеме, помогая сохранять баланс и устойчивость в природном мире. Местные жители знают, с лабарией лучше не связываться. Она настоящий символ агрессии и ядовитости среди змей в этом лесном краю. Ее укусы часто становятся причиной серьезных инцидентов с ядовитыми змеями, особенно на территориях своих лесов. Но проблема не только в ее яде. Она умело использует сельскохозяйственные угодья в поисках добычи, становясь главной головной болью для работников плантаций и сельского хозяйства. Прибыв на кофейные и банановые плантации, эти змеи часами лежат в ожидании, словно хищные теноры невидимого оперного спектакля, и внезапно атакуют свою жертву с невероятной скоростью. Их яд – настоящий коктейль ужасов. Он не только повреждает сосуды и сгущает кровь, но и вводит в заблуждение механизмы свертывания, как злобный мастер-иллюзионист. Ученые из французской Гвианы отмечают, что даже после укуса спонтанное выздоровление от последствий яда происходит не раньше, чем через 14 часов. И хотя были попытки использовать противоядие, оно оказалось бессильным перед этим ужасным ядом. Яд, вырабатываемый этой змеей, это настоящий хаос. Да, в одном укусе содержится в среднем 124 мг яда, но может случиться и так, что его будет целых 342. Ферменты из этого яда уже нашли применение в современных медицинских лабораториях для проверки свертываемости крови. Их считают эффективной альтернативой традиционным методам. Вот какая сила таится в этом удивительном, но опасном создании природы. Эта змея – настоящий чемпион в размножении. Представьте себе, она способна привести на свет целых 80 детенышей одновременно. И это еще не все. Взрослые особи этого видоизмененного создания не знают ограничений во времени. Они могут размножаться круглый год. Но вот что удивительно.
После спаривания самка становится не только матерью, но и защитницей. Она перемещается по солнечным лучам и от них, создавая оптимальные условия для развивающихся эмбрионов. Под ее заботой формируется идеальная температура, чтобы малыши чувствовали себя комфортно. В экваториальных регионах эта забота длится около 3-4 месяцев, в результате чего появляется целое маленькое поколение. Когда эти малыши рождаются, они уже обладают удивительной длиной около 30 сантиметров и яркой окраской, которая сразу привлекает внимание. Их хвост, окрашенный в желтый или бежевый цвет, является своеобразным знаком опасности. Невероятно, но они рождаются уже с ядовитыми железами, готовые к защите себя, несмотря на свой юный возраст. Это было увлекательное путешествие. Надеюсь, вы узнали что-то новое и интересное. Если у вас есть вопросы или хотите поделиться своими мыслями, не стесняйтесь написать в комментариях. Подписывайтесь на канал, так вы всегда будете в курсе всех новых выпусков. Берегите природу и до новых встреч!